В прошлый раз мы разобрали 3 цифры – давление, холестерин и сахар в крови. О движении обычно думают так: оно нужно для фигуры, для сердца, для снижения веса. А связь движения с работой мозга и памятью часто остается в стороне. Сегодня разберем все по-простому. Почему движение влияет сразу на несколько факторов риска? Что показало исследование, в котором у одной группы участников увеличился объем участка мозга, связанного с памятью? Почему скорость ходьбы может быть полезной подсказкой о состоянии здоровья? И откуда взялась знаменитая цель 10 тысяч шагов в день? Сразу уточню, речь не идет о марафонах. Не обязательно покупать абонемент в спортзал. Начнем с причины, по которой движение часто недооценивают. Когда физическую неактивность показывают отдельной строкой в списке факторов риска, ее вклад может выглядеть небольшим. Человек смотрит на цифру и думает: значит, это не так важно. Но такой вывод слишком простой. Регулярное движение связано не с одним показателем. Оно помогает контролировать давление, улучшает чувствительность организма к инсулину, помогает удерживать вес, поддерживает мышцы, влияет на сон и настроение и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Движение не заменяет лечение, когда оно необходимо, но оно действует сразу в нескольких направлениях. Поэтому маленькая цифра рядом со словом «неактивность» может вводить в заблуждение. Движение работает не как один ключ к одному замку, скорее как связка ключей. Теперь перейдем к тому, чего от обычной ходьбы многие не ожидают. С возрастом мозг действительно меняется. Некоторые его области могут постепенно уменьшаться в объеме. Одна из таких областей называется гиппокамп. Он участвует в формировании новых воспоминаний и пространственной памяти. Гиппокамп также относится к областям, которые могут рано затрагиваться при болезни Альцгеймера. Но говорить, что болезнь всегда начинается именно там, было бы слишком упрощенно. Главный вопрос другой. Может ли движение повлиять на возрастные изменения гиппокампа? Чтобы это проверить, исследователи пригласили 120 малоподвижных взрослых старшего возраста. Участников случайным образом разделили на 2 группы. Первая группа в течение года занималась аэробной ходьбой. Вторая выполняла упражнения на растяжку и легкий мышечный тонус. В начале и в конце исследования участникам сделали снимки мозга. Что получилось? В группе ходьбы объем передней части гиппокампа в среднем увеличился примерно на 2%, а в группе растяжки он немного уменьшился. Исследователи оценили, что такое увеличение примерно компенсировало 1-2 года обычной возрастной потери объема. Это впечатляющий результат. Но его нельзя превращать в рекламное обещание. Исследование продолжалось 1 год. В нем участвовало 120 человек. Оно не доказало, что ходьба гарантированно предотвращает болезнь Альцгеймера. И не означает, что у каждого человека гиппокамп обязательно увеличится на 2%. Но оно показало важную вещь. Мозг в старшем возрасте не обязательно способен только уменьшаться. Он сохраняет пластичность. И регулярная аэробная нагрузка может поддерживать эту пластичность. Одно из возможных объяснений связано с кровоснабжением и веществами, которые помогают нервным клеткам сохранять и создавать связи. Запомните главную мысль. Возрастные изменения мозга – не повод считать, что ничего изменить нельзя. Движение не дает гарантий. Но оно создает условия, в которых мозгу легче сохранять свои функции. Теперь поговорим о скорости ходьбы. Потому как человек ходит, нельзя поставить диагноз. Медленная походка может быть связана с суставами, с мышечной слабостью, с болезнями сердца или легких, с нарушением равновесия, с лекарствами или просто с усталостью. Но в исследованиях сочетание 2 признаков оказалось особенно важным. Первый признак – человек замечает ухудшение памяти или мышления. Второй – он начинает ходить заметно медленнее, чем раньше.
Такое сочетание называют моторно-когнитивным синдромом риска. В крупных наблюдениях у людей с этим сочетанием вероятность дальнейшего когнитивного снижения и деменции была выше. Но это по-прежнему не диагноз. Это повод обратить внимание на изменения и обсудить их с врачом. Особенно если походка замедлилась недавно. Если человек начал чаще спотыкаться. Если одновременно появилась слабость. Или стало труднее выполнять привычные действия. Есть и хорошая сторона. Ходьбу, выносливость, силу ног и равновесие можно тренировать. Но не нужно устраивать себе домашний экзамен и пугаться секундомера. Полезнее задать простой вопрос. Я хожу так же уверенно и быстро, как год назад. Теперь о количестве шагов. Здесь многих ждет облегчение. 10 тысяч шагов – не магическая медицинская граница. Эта цифра стала популярной после появления в Японии шагомера с названием Манпа-кэй. Его название можно перевести как «счетчик 10 тысяч шагов». Позднее число превратилось в универсальную цель. Но оно изначально не было получено в клиническом исследовании. Что показывают современные наблюдения? В крупном анализе данных у людей старше 60 лет снижение общей смертности продолжалось примерно до диапазона от 6 до 8 тысяч шагов в день. После этого кривая пользы становилась более пологой. Здесь нужны две оговорки. Первое. Это данные об общей смертности, а не прямая норма для профилактики деменции. Вторая. 6 тысяч шагов – не переключатель. Не бывает так, что 5999 шагов бесполезны, а 6000-й шаг внезапно все меняет. Главный вывод намного проще. Польза начинается значительно раньше 10 тысяч. Особенно много выигрывают люди, которые раньше двигались совсем мало и начинают постепенно добавлять движение. Человеку, который проходил 2000 шагов, не нужно сразу гнаться за 10 тысячами. Сначала можно добавить 500 шагов. Потом еще немного. Устойчивое увеличение важнее красивой цифры на экране. Теперь о темпе. Хорошая основа – быстрая ходьба. Это такой темп, при котором дыхание становится чаще, но вы все еще можете говорить короткими фразами. Для человека, который давно не двигался, даже 10 минут могут быть нормальным началом. 20 минут 4 раза в неделю – уже полезная стартовая схема. Но это именно начало, а не окончательная цель. Общий ориентир для взрослых – постепенно приблизиться как минимум к 150 минутам умеренной активности в неделю. Не обязательно набирать все сразу. Можно разделить движение на короткие отрезки. 10 минут утром, 10 минут после обеда, еще 10 минут вечером. Регулярность важнее редких подвигов. Одна тяжелая тренировка в выходной не заменяет движение в остальные дни. Если у вас есть заболевание сердца, выраженная одышка, боли в суставах, частые головокружения или нестабильное давление, начало нагрузки лучше обсудить с врачом. Во время движения остановитесь, если появилась боль или давление в груди. Резкая одышка. Предобморочное состояние или внезапная слабость. Теперь перейдем к части, о которой в разговоре о памяти часто забывают. Это мышечная сила и равновесие. Ходьба хорошо тренирует выносливость и сердечно-сосудистую систему. Но одной ходьбы обычно недостаточно, чтобы полноценно сохранять мышечную силу. А сила в старшем возрасте влияет на очень многое. На способность самостоятельно встать со стула, подняться по лестнице, донести продукты, удержать равновесие и восстановиться после болезни. Есть еще один показатель, который часто изучают вместе со старением – это сила хвата. В наблюдательных исследованиях более слабый хват был связан с более высоким риском когнитивного снижения и деменции. Но слабый хват не означает, что у человека начинается деменция. Это общий показатель состояния мышц, нервной системы и здоровья организма. Поэтому измерение хвата может быть полезной частью обследования.
Но не домашним способом поставить себе диагноз. Крепкие ноги и хорошее равновесие помогают снижать риск падений. А падение в старшем возрасте иногда приводит к перелому, госпитализации и длительной потере самостоятельности. Поэтому к ходьбе стоит добавить простую силовую нагрузку. Например, медленно вставать со стула и снова садиться. Подниматься на носки, держась за устойчивую опору. Подниматься по лестнице в комфортном темпе. Делать легкие упражнения с резиновой лентой. Или удерживать равновесие рядом с надежной опорой. Не выполняйте упражнения на одной ноге посреди комнаты. Встаньте рядом со стеной, столешницей или тяжелым устойчивым стулом. Цель не в том, чтобы доказать свою смелость. Цель – безопасно тренировать самостоятельность. Силовые упражнения полезно выполнять несколько раз в неделю. Начинать можно с одного подхода. Главное – не задерживать дыхание и не работать через резкую боль. Теперь поговорим о весе. Здесь особенно легко дать слишком общий совет. В среднем возрасте выраженный лишний вес может повышать риск через уже знакомые механизмы. Через давление, нарушение обмена сахара, холестерин, воспалительные процессы и снижение физической активности. Но в старшем возрасте смотреть только на цифру на весах недостаточно. Особенно важно сохранять мышцы. Непреднамеренное снижение веса, когда человек худеет без диеты и без намерения, нельзя автоматически считать хорошей новостью. Это стоит обсудить с врачом. Причиной может быть недостаточное питание, проблемы с зубами или глотанием, заболевания желудочно-кишечного тракта, депрессия, побочные эффекты лекарств или другое заболевание. Это не означает, что после 70 лет снижать вес запрещено. Но делать это лучше постепенно и под медицинским контролем, особенно при хронических заболеваниях. Задача – уменьшать лишний жир, не теряя мышцы и силы. Поэтому в среднем возрасте важно удерживать вес в разумных пределах. А в старшем возрасте дополнительно следить за силой, питанием и непреднамеренной потерей веса. Теперь еще одна ловушка. Можно погулять утром, а затем провести почти весь день без движения. Утренняя прогулка полезна. Но она не превращает 10 часов сидения в полезную привычку. Когда человек долго сидит без перерывов, крупные мышцы почти не работают. Организм хуже использует глюкозу после еды. Снижается общий расход энергии. И накапливается время физической неактивности. Решение простое. Разбивайте долгое сидение короткими перерывами. Ориентир – хотя бы раз в час встать. Пройтись по комнате. Налить воды. Подойти к окну, несколько раз подняться на носки. Или выполнить несколько спокойных движений плечами и ногами. Не нужно превращать каждый перерыв в тренировку. Важно просто не оставаться неподвижным много часов подряд. Чтобы это видео не осталось только интересной информацией, вот практический план. Сегодня. Выйдите на прогулку на 10-20 минут. Темп должен быть ощутимым, но контролируемым. Не нужно начинать с рекорда. Нужно начать с действия. На этой неделе. Запланируйте 3 или 4 прогулки. Привяжите их к тому, что уже существует в вашем расписании. Пройти часть дороги до магазина пешком. Выйти на одну остановку раньше. Сделать круг вокруг дома после ужина. Или поговорить по телефону во время прогулки. Каждый день. Разбивайте долгое сидение. Хотя бы раз в час вставайте и немного двигайтесь. 2 или 3 раза в неделю. Добавьте упражнения на силу и равновесие. Вставание со стула. Подъемы на носки. Легкие упражнения с резиновой лентой. И тренировка устойчивости рядом с надежной опорой. Если вы сейчас очень мало двигаетесь, начните еще проще. 5 минут ходьбы. Несколько вставаний со стула. 1 короткий перерыв от сидения.
Маленькое действие, которое повторяется, полезнее большого плана, который так и не начался. Смысл недели простой. Не гоняться за идеальной цифрой. Начать с доступного уровня. Постепенно добавить ходьбу. Не сидеть без перерыва весь день. И сохранить силу ног. Если подвести итог совсем коротко, получится следующее. Движение влияет не на один показатель. Оно связано с давлением, обменом сахара, весом, сном, настроением, мышцами и состоянием сосудов. В небольшом рандомизированном исследовании у группы, которая год занималась аэробной ходьбой, объем части гиппокампа в среднем увеличился примерно на 2%. Это не гарантия защиты от деменции. Но это доказательство того, что мозг старшего человека сохраняет способность меняться. Скорость ходьбы и сила хвата могут быть полезными показателями общего состояния организма. Но ни один из них не ставит диагноз сам по себе. 10 тысяч шагов – не обязательный медицинский порог. Для людей старше 60 лет польза для общей продолжительности жизни в исследованиях заметно накапливалась раньше этой цифры. Поэтому главный принцип звучит так. Не идеальные 10 тысяч, а немного больше, чем вы делаете сейчас. Хорошая новость заключается в том, что движение не требует специального оборудования. Оно начинается с одной прогулки, с одного подъема со стула и с одного решения не проводить весь день неподвижно. Подпишитесь, если вам подходит такой формат. В следующем видео мы разберем сон и настроение и выясним, почему плохой сон и длительная подавленность могут влиять на память сильнее, чем кажется.